не менее 29% россиян так или иначе взаимодействуют с музыкальными инструментами. И это только музыкальные инструменты, да. Ввезено в Россию в 2020 году было музыкальных инструментов на сумму в 12 миллиардов рублей и звукового светового оборудования на сумму в 99 миллиардов рублей. Всем здравствуйте! Сегодня я общаюсь с Борисом Колесниковым, основателем Skiff Music. Добрый Привет. вечер. У нас вечер. Добрый вечер, добрый день, доброе утро, в зависимости от того, в какой промежуток времени вы нас смотрите. И сегодня мы говорим о бизнесе на гитарах, о том, как построить бизнес нишевой офлайн-сети на примере Skiff Music. Я начну, наверное, с вопроса, который достаточно стандартен. Борис, пожалуйста, расскажи коротко о своей компании в цифрах. Какие-то основные факты, сколько магазинов, оборот, может быть, какие-то экономические показатели, о которых мы можем поделиться. Супер. Самая главная цифра, что Skiff Music существует с 2005 года. На сегодняшний день уже более 18 лет нашей компании. Она стала совершеннолетней в сентябре. Поздравляю. Также у нас 22 магазина в 22 городах России. Мы вторые на текущий момент по количеству магазинов, вторая сеть по количеству магазинов в России. Вот, поэтому какие-то такие интересные цифры. С точки зрения нашего онлайн-канала skiffmusic.ru, то все знают, что самое главное на сайте – это трафик. На нашем сайте, наш сайт skiffmusic.ru третий по трафику в индустрии в России. Вот примерно такие вот цифры. Здорово, поздравляю с таким небольшим и приятным юбилеем. Все-таки достаточно такой интересный, серьезный возраст для компании. Ну и, наверное, еще один вопрос, достаточно стандартный. Почему именно этот бизнес? Как ты в него пришел? Немного истории. Супер. Ну, вообще так получилось, что Skiff Music был основан в 2005 году. Тогда мне было 16, я учился в школе. Для меня музыка была чем-то большим, чем просто играть на гитаре. Сначала я закончил 7 лет музыкальной школы по классу фортепиано. Потом я начал учиться играть на гитаре, играть в группе. Мне очень хотелось играть на классной гитаре. Таких средств и возможностей у школьника не было, поэтому я искал всевозможные пути, как только можно получить этот заветный инструмент. И вот, собственно, тогда, в 2005 году, и в том интернете, который существовал еще тогда, без тех соцсетей, которые есть сейчас, тогда еще было такое понятие, как форум, и многие сидели на разных форумах тематических, и вот я, собственно, можно сказать, жил на музыкальных форумах. Там я нашел некого человека, который сказал, что он живет в далекой Америке и сможет помочь мне с доставкой моей заветной гитары. Тогда это была электрогитара Jackson японская, с доставкой этой гитары из Америки в Россию. Но для меня тогда Америка была примерно там же, где космос, поэтому представить себе это мог очень с трудом, с большим. Вот так я все свои микронакопления, которые у меня были там благодаря каким-то подработкам каникульным, я собрал в кучу, немножко мне денег не хватило, я пошел к родителям, занял еще микросумму, рассказал им о своей идее, что я хочу все эти деньги отправить некоему человеку в некую Америку. Ну, они послушали меня, сказали, что, ну, слушай, ну, ты понимаешь, наверное, что здесь есть высокая вероятность того, что ты эти деньги отправишь и больше ничего не увидишь. Я говорю, я понимаю, но я хочу рискнуть. Вот так я, собственно, рискнул, мы эти деньги оплатили. Так я начал ждать, он написал мне, что там, окей, жди там месяц-полтора. Тогда не было такого понятия, как трек-номер. Вот, нужно было просто ждать. Я просто ждал, и через 2 месяца пришло извещение, побежали на почту, и, собственно, вот пришла вот эта огромная коробка, которую я там просто разрывал руками, и вот в какой-то момент я понял, что инструмент именно тот, я достал эту гитару, это был тот самый Jackson оранжевый Dinky DK2, и, конечно, я был в шоке от этого, что это вообще возможно, что это не шутка и не какой-то там не знаю, ну, не обман, да, то есть казалось, что это может быть только обман. Вот, собственно, так и получился Skiff Music. Я понял, что эта история может быть интересна не только мне, начал постепенно возить разные инструменты. У меня была большая тусовка, да, музыкальная в моем родном городе в Самаре, и, в принципе, так как город небольшой, то все очень быстро узнали о том, что есть Борис, и он там, если нужно какие-то классные инструменты, он их поможет доставить. И так вот, собственно,
получился Skiff Music. Первый сайт я сделал буквально сам, учился в техническом лицее, поэтому сделал на HTML первый сайт, и вот первый интернет-магазин нашей компании, он был так вот сделан, по сути, школьником на HTML, и я там разместил всю информацию о том, что если вам нужны классные музыкальные инструменты, вам сюда. Вот как-то так. Здорово, очень интересная история, и интересное наше интервью сегодня тем, что мы, с одной стороны, говорим о творчестве, да, о таком увлечении, о таком хобби, о музыке, а с другой стороны, так как мы все-таки говорим в разрезе предпринимательства, мы будем обсуждать какие-то конкретные вещи, связанные с вот этой сферой, как с бизнесом, да. Скажи, пожалуйста, вот какой у тебя формат? Ты развиваешь собственные магазины или предоставляешь франшизу? Угу. Смотри, 17 лет подряд мы развивали собственные магазины. Вот. Ну, буду откровенен, за эти годы, так как я начал очень рано, да, в 16 лет, за эти годы у меня было очень много разных попыток делать разные бизнесы, и они были некоторые успешные, некоторые неуспешные, какие-то я с трудом закрыл с потерями, какие-то я, к счастью, смог продать и выйти из них даже в плюсе. Но Skiff Music, он всегда как-то балансировал рядом, да, у нас было много лет всего 2 магазина. Один вот в Самаре, в моем родном городе, и чуть позже, в 2011 году, я открыл магазин в Москве. И потом прям много лет, 10 лет, по сути, не происходило с бизнесом ничего. Он просто жил сам по себе, постепенно как-то развивался, по чуть-чуть рос, внимания на него не было никакого. И вот в 2020 году я принял решение такое волевое, откинуть вообще все, что было до этого, и сосредоточиться на главном, собственно, сосредоточиться на том, с чего я начал, сосредоточиться на развитии Skiff Music. Тогда мы сразу запустили магазин в Санкт-Петербурге. В этом году мы запустили еще магазин в Казани. Это вот то, что управляющая компания сама делает. И в 2022 году, изучив вообще, в принципе, то, как развивается рынок ритейла в целом, я понял, что история наша может классно сработать с точки зрения франшизы. И тогда мы начали готовиться к тому, чтобы запускать полноценную франшизу. И, собственно, сделали это в 2022 году, в прошлом. И за год мы смогли привлечь 17 партнеров, вот, 2 из которых открыли с нами полноценный магазин с нуля, то есть это люди, которые пришли к нам и сказали: я хочу музыкальный бизнес, и мы с ними открыли магазин с нуля. И 15 партнеров – это владельцы музыкальных магазинов в разных городах страны, которые, по сути, перешли под наши знамена, да, то есть они поменяли свои вывески, они полностью интегрировались в экосистему Skiff Music и тоже стали магазинами Skiff Music. Так у нас получилось 2 полноценных направления. Первое мы назвали «Партнерский союз», просто, наверное, потому что франшиза не всем слово нравится, особенно в бизнесе оно такое немножко, можно сказать, немножко ругательное, да? Вот, и поэтому первое направление у нас называется «Партнерский союз». По сути, все магазины, которые уже работали и хотят подключиться к сети Skiff Music, они, по сути, входят в партнерский союз. Ну, а ребята, которые хотят открыть магазин с нуля, они, по сути дела, обращаются за франшизой, и это тоже работает. Поэтому вот развитие сети, по сути, такое быстрое случилось за последний год. И в целом мы поставили для себя такую суперамбициозную цель. В ближайшие несколько лет мы планируем открыть не менее 172 магазинов в России. Вот такая цифра интересная. Да, цифра впечатляет. Все спрашивают, почему именно 172. Да, почему? Ну, типа, было бы проще сказать 200, да? Да. На самом деле 172 непростая цифра, а в России 172 города с населением более 100 тысяч человек. А мы четко понимаем, что у нас есть в нашем рынке есть такая особенность, что примерно один магазин строится на 100 тысяч человек. И если в городе есть 100 тысяч человек населения, то там точно уже нужен музыкальный магазин. Ну, а, соответственно, если берем аналог с миллионником, да, если в городе проживает там 1 000 000 человек, то минимум 10 магазинов там уже есть, да, то и, может быть, даже больше. Ну, конечно, если брать Москву, это больше исключение, да, здесь там сотни магазинов, вот, но в целом примерно на 100 тысяч жителей минимум один магазин точно должен быть, поэтому вот партнерский союз Skiff Music когда-то будет включать в себя не меньше 172 магазинов. Я искренне желаю, чтобы это случилось, и в следующем нашем интервью мы поговорили об этой красивой цифре. Но, может быть, эта цифра будет больше, будет здорово. Я вот сейчас к тебе обращаюсь как к эксперту, потому что думаю, что за эти годы ты действительно стал экспертом в этой отрасли. Если говорить о сегменте музыкальных инструментов в России, вот есть какие-то характеристики, которые ты сейчас видишь, которыми могу поделиться? И можно ли в этом сегменте отдельно выделить сферу гитар? Смотри, вообще мы занимаемся
получается, наше направление звучит так. Музыкальные инструменты, звуковое и световое оборудование. То есть, если посмотреть на наш сайт skiffmusic.ru, то там можно найти более 110 тысяч товаров, и в буквальном смысле от медиатора, там ценой в, не знаю, 20-30 рублей, заканчивая профильным, там, профессиональным оборудованием, которое мы можем встретить на каких-то ультрабольших концертных площадках, во дворцах спорта или в театрах, да, или в каких-то клубах, барах, ресторанах. То есть, на самом деле, наша сфера, она сильно шире, чем может показаться, потому что кажется, что, музыкальные инструменты – это вот там кто-то играет на них. Во-первых, давай начнем с того, кто на них играет и сколько этих людей. То есть, есть официальные статистики. Первый раз я такую статистику услышал, будучи на NAMM-шоу в Лос-Анджелесе в Америке. Вообще и в мире очень много профильных выставок, да, и самая крупная проходит в Лос-Анджелесе каждый год, в начале года, и там очень большая образовательная программа для тех, кто находится в индустрии, и там были такие цифры, что минимум треть жителей развивающихся стран так или иначе играет на каких-то музыкальных инструментах или поет. Треть. Позже я начал собирать еще больше статистики. У меня есть там свой собственный телеграм-канал, он называется «Продавец гитар». Я там веду много именно индустриальных таких данных, собираю. И я обнаружил цифру, которую наши, скажем так, власти тоже размещали официальную. У нас есть такое при Министерстве промышленности, есть подразделение, которая курирует производство музыкальных инструментов внутри страны. Это достаточно большая тоже отрасль. И вот по их данным, не менее 29% россиян так или иначе взаимодействуют с музыкальными инструментами. И это только музыкальные инструменты, да. И абсолютно понятно, что 100% людей так или иначе взаимодействуют с индустрией звука, света, развлечения, концерты, бары, кафе. Все мы с вами, и ты, и я ходим в кафе, там играет музыка, это колонки, которые мы продаем. Все мы ходим в театр, там всегда есть свет, микрофоны, звук. Да более того, мы даже сейчас сидим, и на нас надеты микрофончики, которые тоже являются частью этой индустрии, да, и, то есть это и подкасты, это и домашняя звукозапись, это, просто огромный пласт, то есть весь блогинг, например, это все наши клиенты, потому что им нужны классные наушники, им нужны классные микрофоны, им нужны классные подставки, им нужен правильный свет и так далее, и так далее, и все это тоже является частью нашей индустрии. Поэтому сказать, что она узкая, наверное, я бы так не сказал. Более того, у меня есть официальные цифры, опять-таки, эти цифры за 2020 год, они до ковида, по-моему, были выложены таможней России, и вот звучат они следующим образом, что ввезено в Россию в 2020 году было музыкальных инструментов на сумму в 12 миллиардов рублей и звукового светового оборудования на сумму в 99 миллиардов рублей. Понятно, что раз оно было ввезено, оно примерно за год на такой сумму и продается. То есть совокупно, да, это 100 с лишним миллиардов рублей, вот примерно так оценивается эта индустрия. То есть на тот момент, посчитать по тому курсу доллара, это примерно около 2 миллиардов долларов. Такие впечатляющие цифры. Цифры огромные, на самом деле. Да, конечно, это не продукты питания, где там триллионы, условно, рублей, но в то же время это и не те такие крошечные цифры, которые могут показаться, что это вот такая узкая индустрия, кому тут нужна гитара. Теперь я знаю об этом немножечко больше. Спасибо. Борис, скажи, пожалуйста, а насколько высока конкуренция в этой сфере? Это очень консервативный бизнес, и, по сути, музыкальные магазины существуют еще с времен Советского Союза. Раньше это были, конечно же, государственные магазины, в основном они назывались магазин «Музыка» или магазин «Музыкант», да, они были во всех достаточно крупных городах. Позже, в 90-е годы, как и все, наверное, немножко поменялось, да, и этот бизнес перешел в руки предпринимателям частным и начал развиваться более интенсивно, начали поступать в страну иностранные музыкальные инструменты, иностранные бренды. И на сегодняшний день это достаточно конкурентная сфера. В принципе, если вот я говорю, что около 100 тысяч населения на один музыкальный магазин. Один музыкальный магазин на 100 тысяч населения. У нас есть огромная табличка, такая экселевская, со всеми городами и со всеми магазинами. Мы знаем, что в России на данный момент более 1500 музыкальных магазинов. И, что самое главное, рынок практически не имеет консолидации.
Сетевых из них менее сотни. То есть, если брать 3 крупнейшие сети, в которые мы тоже входим, то у нас совокупно на 3 сети меньше 100 магазинов. А остальные 1400 – это магазины частных предпринимателей, которые каждый сам там имеет свое ИП, ООО, и вот сам развивает 1, 2, может быть, максимум 3 магазина в каких-то соседних городах, где он живет. Поэтому это конкурентный рынок. В то же время это очень интересный рынок с точки зрения отсутствия консолидации. Почему я об этом говорю? Потому что это важный момент, на самом деле, для развития предпринимательства. Если мы еще раз отмотаемся в начало 90-х, то мы вспомним, да, что продукты мы покупали либо на рынке, либо в каком-нибудь магазинчике продуктовый, где там все было в насыпь, кассирша, там, да, весы там буквально аналоговые. Там одежду мы покупали тоже на рынках. Ну, там москвичи, может быть, конечно, уже давно видели хорошие магазины, но если брать в среднем Россию, то это рынки, это вот зимой минус 40, ты на клееночке, да, там снимаешь штанишки, одеваешь новые, меряешь там и бежишь. Спортивные товары мы тоже покупали, вообще не знаю, честно говоря, где, потому что вот не было там особо магазинов. И все это тоже не было консолидировано, и там 30-20 лет назад таких крупных продуктовых сетей, которые сейчас есть, да, там X5 Retail, Магнит, сейчас, ну, кто покупает продукты на рынке? Это только какая-то элитарная история, да, рынок это уже считается чем-то дорогим, качественным, там маленькая доля населения может себе это позволить. В основном все идут в понятный соседний в доме магазин, покупают, понятно, да, продукт. С одеждой произошло то же самое, да, крупные сети во всех торговых центрах, все привыкли к тому, что ты приходишь, там разные сетевые магазины, там сейчас в России, например, какой-нибудь там «Твое», наш русский бренд, да, сильно, Gloria Jeans или еще какие-то, ну, огромные корпорации, у которых там сотни или тысячи магазинов. Спортивные товары, да, там «Спортмастер», «Декатлон», там «Окей, Стройка», «Леруа Мерлен» и какие-то еще аналоги, там все инструменты. То есть все рынки так или иначе консолидировали за это время, и в целом мы тут ничего нового в России не придумали. Мы идем путем западного развития, да, в Америке все это произошло еще раньше. Вот, поэтому я убежден, что наш консервативный музыкальный рынок ждет именно это. Вот, потому что просто не смогут маленькие предприниматели устоять перед большими крупными сетями. И даже не то, что устоять в конкуренции, а просто потому что, ну, у всех есть срок жизни, да, и у всех есть понимание, что, ну, жизнь, она одна, ограничена определенным количеством времени. И если ты хочешь, чтобы твой бизнес рос и развивался, и после того, как ты захочешь с ним там расстаться или отойти от дел, то единственный путь – это, конечно, консолидация и партнерство, и переход в какое-то становление частью большой сети. Спасибо. У тебя наверняка есть цифры по соотношению онлайн и офлайн продаж в твоем бизнесе. Ты мог бы поделиться этими цифрами и вообще вот твое мнение относительно перспектив развития в концепции офлайна? Супер. Такой вопрос очень круто звучал бы где-то как раз 15 лет назад, когда интернет только появился. И тогда на всех форумах, больших мероприятиях все шутили над интернетом и говорили: ох уж ваши интернеты, да, там, ладно, это все ерунда, все как ходили в магазин, так и будут ходить. Прошло какое-то количество времени, и, по сути, интернет занял свою такую большую долю с точки зрения маркетинга, как минимум. И сейчас уже нету жесткого деления на продажи офлайн и продажи онлайн. Есть такое понятие, как омниканальные продажи. Я немножко его расшифрую. Да? Это омниканальные продажи – это когда человек сначала, сидя дома, открыл там в телефоне или на своем компьютере, поисковик поискал, вышел на наш сайт, посмотрел, посерчил, отложил в корзину или там понравившийся, посравнивал, написал в чат, позвонил и узнал. На следующий день он пришел к нам в магазин, да, поиграл, посидел, еще раз пообщался с экспертами, не купил, возможно. Потом вернулся домой, еще пару дней подумал, зашел опять с телефона уже с работы, положил в корзину, оплатил и договорился, чтобы ему это домой привезли там через пару дней. Ну, чему здесь отдать? Кто здесь молодец, да? Молодец онлайн или молодец офлайн? Кто склонил человека к покупке? Непонятно. То есть частично, возможно, это благодаря онлайн-каналу произошло, но он же приходил в магазин, он трогал руками, он общался с экспертами, с нашими гитарными. Возможно, это его склонило, да? Мы не знаем. Поэтому это и называется омниканальные продажи, когда, по сути, нету ярко выраженного канала.
ярко выражена сейчас сама по себе продажа. Но мы точно знаем, что примерно 90% трафика так или иначе генерится с помощью онлайн-каналов. Это, например, геолокальные сервисы, да, ну вот такое понятие, 20 лет назад кто бы мог подумать, да, геолокальные сервисы. А сейчас, слова сложные, а вот если расшифровать, это же просто Яндекс.Карты, да, или там Google Maps, или там Дубльгиз. Каждый сейчас как вообще вот человек живет? Он открывает телефон, так, там, не знаю, гитару купить, да, он открывает Яндекс.Карты, пишет там музыкальный магазин, или там гитара, или там магазин гитар, и смотрит, да, и выбирает там поблизости, по рейтингу, там, по количеству отзывов, по картинкам, там, не знаю, сайт посмотрит. Ну, вот это же, по сути, первое касание с нами происходит тоже через интернет-маркетинг, да. Такого, чтобы вот человек шел здесь по улице Правды, такой увидел вывеску, музыкальные инструменты, зашел и купил гитару за 500 000, ну, прям маловероятная история, прям совсем маловероятная, да. Поэтому 90% трафика так или иначе генерится с помощью онлайн-каналов. Это вот геолокальные сервисы, это наше SEO, очень сильное нашего сайта skiffmusic.ru, это контекстная реклама, это таргет-реклама, это медийная реклама, это интеграция с блогерами, это работа с всевозможным видеоконтентом. Например, наш YouTube-канал Skiff Music, на котором на текущий момент 118 000 подписчиков. И это люди, которые приходят, чтобы посмотреть о том, как выбрать гитару, обзоры на музыкальные инструменты, посмотреть какие-то сюжеты с музыкантами, которых мы приглашаем прямо сюда, в наш магазин. Да, и здесь на вот этих стульях посидело уже такое количество очень известных, именитых музыкантов, там, как, не знаю, Владимир Холстинин из Арии, Маврин из Арии, Паук из Коррозии металла, Александр Пушной, Найк Борзов и там, не знаю, из Чаева гитарист. Я могу перечислять очень долго. И, конечно, такое взаимодействие с нашими потенциальными клиентами, это тоже ведет к тому, что они смотрят, изучают, потом приходят и покупают. Поэтому омниканальные продажи. Спасибо, Борис. В первой части нашего интервью мы поговорили о том, как устроен рынок музыкальных инструментов в России, а дальше мы поговорим об этой сфере с точки зрения построения бизнеса.